День 1597. Алекс на связи. Я начинал строить систему умного дома, фактически используя только протокол беспроводной передачи данных. Это на радиочастоте 433 МГц. Сейчас очень много устройств еще доступно, которые тоже работают на этой частоте, и даже появляются новые устройства. Например, разные выключатели в современных дизайнах уже. И, например, есть очень много реле доступных, которые тоже работают на частоте 433 МГц. Есть умные розетки, которые тоже работают. И, в принципе, их можно использовать для некоторых вариантов решений. Сейчас я использую 3 розетки, работающих на этой частоте. Это розетки куплены довольно давно, но у них, в принципе, удобная функция есть. У них есть еще пульт в комплекте, и они, в принципе, довольно надежные сами по себе. Очень далеко у них качество связи, то есть они могут с этого пульта управляться с большого расстояния. Единственный минус, что у них какой-то особенный протокол, и мне его приходилось очень долгое время подбирать и настраивать. Но фактически сейчас он работает неплохо. С этого пульта можно их включать и выключать, причем они программируются на разные кнопки на этом пульте. То есть это 8-кнопочный пульт, там 4 пары кнопок. То есть можно сделать так, что одна кнопка включает или выключает. Можно сделать, чтобы одна кнопка включала, а другая выключала. И можно, допустим, настроить, у меня вот сделано было, что четвертая пара кнопок, она включала все розетки и выключала все розетки. В принципе, это довольно удобно, но поскольку у этих розеток нет обратной связи, это, конечно, можно использовать только в одном случае, когда есть обратная визуальная связь. То есть, например, я включаю с этого пульта и могу увидеть, что, например, какой-то светильник или какое-то устройство, оно все-таки включилось. Если оно не включилось, то я могу просто еще раз нажать и включить. А использовать в каких-то автоматических сценариях я изначально пытался, но, конечно, это не очень надежно, потому что невозможно понять, сработало или не сработало. И, конечно, какие-то удаленные управления делать через эти розетки довольно сложно. Нужно будет использовать, как я делал раньше, например, какие-то дополнительные датчики, которые, например, могут показывать, что, например, свет включился или расход энергии пошел, и, соответственно, я могу понять, что устройство включилось. Или например, температура повышается, и, значит, какой-нибудь обогреватель, например, включился. И также, соответственно, выключение нужно отслеживать и быть уверенным, что оно точно сработало. Потом я также покупал очень много разных реле. Это в основном были релейные модули, так сказать, в котором только одно реле было установлено, то есть можно было только один источник включать или выключать. Причем большинство этих реле идут в таком варианте, что это не сухой контакт, то есть нельзя к ним подключить какой-то отдельно провод в разрыв, например, как выключателя. Они только дальше передают, то есть они сами подключаются к 220 и дальше передают эту фазу, это правильно, чтобы фаза размыкалась, передают фазу на уже сам источник, вернее, на сам потребитель, подключенный к этой реле. Некоторые реле шли в комплекте с выключателями беспроводными, и, конечно, можно было привязать этот выключатель или любой другой выключатель к этому реле, причем в разных режимах, то есть это может быть, например, если я нажимаю на кнопку выключателя и он включает это реле, нажимаю еще раз, выключает это реле. Если я, например, могу сделать так, чтобы одна кнопка включала, а другая выключала. Или если мне надо, например, то могу сделать так, что если я нажал кнопку и держу, то в это время реле включено. Если отпускаю, то реле выключено. То есть это можно использовать, например, там, для каких-то
звонка или каких-то таких действий, которые требуют очень кратковременного включения. Потом я рассматривал варианты с двумя реле в одном модуле, но в принципе купил модуль, в котором 4 реле установлено. Сам модуль по себе в принципе довольно компактный, он в принципе влазит в обычный подрозетник, не очень глубокий даже. Но, конечно, просто туда уже нельзя будет сверху поставить, например, розетку или выключатель какой-нибудь, уже не хватит глубины. Но само реле работает примерно так же, то есть оно подключается к 220, и дальше при включении определенного реле просто коммутирует эту линию на выход. У этого реле очень много режимов разных, то есть можно настроить так, чтобы парами работали эти реле. То есть, например, включался, допустим, первое реле, второе выключалось, отдельно включалось третье реле и четвертое выключалось, либо они работали синхронно, либо они работали, допустим, одно может работать в режиме кнопочном, а другое в режиме постоянном. Но сложность, конечно, такая, что там используется просто специальная комбинация сигналов, то есть нельзя, допустим, взять одну кнопку, привязать к одному реле, а другую кнопку к другому. Это специальная комбинация, у которой просто при изменении определенного бита будет включаться определенное реле или определенный режим на конкретном реле. Минусом этого реле оказалось то, что оно слишком чувствительно, и, видимо, из этой функции, и у меня некоторые беспроводные выключатели, даже не привязанные к этому реле, его сбрасывали, и я, конечно, такое реле не стал использовать. Возможно, это был конкретно в моем экземпляре такой глюк, но фактически я не стал его использовать, потому что уже стали появляться и другие решения. Вообще с использованием беспроводных реле на этой частоте 433 МГц есть сложность. Например, если я использую выключатель, который, например, отправляет сигнал сначала в систему умного дома, а потом система умного дома отправляет сигнал на это реле, то здесь получается, что частота занята, и пока выключатель еще нажат, пока на выключателе еще нажата кнопка, то в этот момент никакие другие сигналы на реле проходить не будут. Поэтому приходилось делать задержку, чтобы сначала выключатель сработал, потом, отпуская кнопку на выключателе, через секунду только срабатывает реле. Это не всегда удобно, нет вот этой быстрой связи обратной, и, допустим, визуально будет сложно понять, уже сработало реле или сигнал просто не дошел либо от выключателя до умного дома, либо от сервера умного дома до самого реле. Ну, как вариант, конечно, можно сделать хитрее и привязать этот выключатель напрямую к реле, и дальше, например, для того, чтобы отслеживать срабатывание какого-то выключателя, еще и перехватывать в системе умного дома. Я практически так везде и сделал, то есть при нажатии, например, кнопки включения на пульте у меня система умного дома перехватывает сигнал и фиксирует статус, что розетка, которая привязана к этому пульту, она тоже сработала на включение. Хотя она может быть и не сработать, но у меня система умного дома уже это зафиксирует. Ну и также в продаже есть очень много пультов, работающих на этой частоте. Это может быть 12-кнопочные, что в принципе очень удобно, можно использовать в сценариях умного дома.